Добрый день, мои дорогие любители вязания! Сегодня мы с вами свяжем вот такой вот мотив шестиугольный. Да? Я в интернете нашла схему именно на вот этот мотив. Потом вспомнила, что у меня есть журнал, в котором представлены не только такая схема, видите, вот немножко другая, увеличенное количество листиков в длину. Вот он выглядит вот так, этот мотив. Вот как выглядит соединение этих мотивов в прекрасное кружевное полотно. Я предлагаю вам сегодня связать вот этот более более легкий мотив. Он у меня есть в цифровом виде, то есть я смогу его выложить не в журнале, а в цифровом. Да. И вот так вот выглядит у нас соединение мотивов. Принцип этого вязания есть еще, предусматривает и вязание таких квадратов. Возможно, кто-то из вас видел в интернете и такую вещь. И есть принцип вязания этих листиков, да, просто полотно. То есть вот полотно, которое вывязывается, допустим, горловина для платья кокетка. Итак, давайте разберем с вами именно вот эту схему и свяжем вот такой вот мотив. И согласно этой схеме мы должны с вами вначале связать 12 столбиков без накида. Я пробовала сделать 6 воздушных петель, но лучше получается тогда, когда мы с вами сделаем скользящую петельку. Вот таким образом. Закрепили. Эта ниточка позволит нам соединить колечко в более плотную. И заходя под кольцо, мы должны с вами связать 12 столбиков без накида. Это у меня 3, 4. Итак, вот 12 столбиков без накида я связала. Вот моя ниточка, которая позволит затянуть колечко. И я захожу вот в первый столбик и вяжу соединительную петлю. Вот так. Вот наши первых 12 столбиков. Теперь 1, 2, 3, 4. Это у нас будет столбик. 2 воздушных петельки, 2 накида. Я захожу в рядом стоящий столбик и захватываю хвостик от оставшейся от моей петельки. И я его постепенно спрячу. 2 воздушных петли, 2 накида. И в рядом стоящий столбик мы зашли, связали столбик с 2 накидами. То есть во втором ряду у нас с вами будет тоже 12 столбиков, но с 2 накидами и через 2 воздушных петли. Связали мы с вами тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 столбиков с 2 накидами. Последние 2 воздушных петельки. И в четвертую петлю 1, 2, 3, 4 мы вяжем соединительный столбик. Согласно схеме, теперь мы в каждый столбик должны связать по 2 столбика, между ними по 2 воздушных петельки. Даже мы должны с вами связать очень интересно. Столбик один с одним накидом столбик, а другой с 2 накидами. Тот, который с 2 накидами, он у нас еще вдобавок и рельефный. Я вяжу 1, 2, 3. 2 воздушных петли, накид. Столбик, вяжем столбик с одним накидом. Вот так. Теперь 2 воздушных петли, 2 накида. Я захожу и вяжу рельефный столбик. То есть мы с лицо на изнанку, с изнанки на лицо подхватываем рабочую нитку. И я вяжу рельефный столбик с 2 накидами. 2 воздушных петли, накид, следующий столбик, столбик с одним накидом, 2 воздушных петли, 2 накида и рельефный столбик.
Итак, мы все 12 столбиков провязываем по кругу. Обошли мы с вами все по кругу. Последние вот 2 воздушных петельки, накид, и в первый столбик я вяжу столбик с одним накидом, 2 воздушных петли и соединяюсь с петелькой 3 подъема. Вот так вот. Далее давайте посмотрим схему. Вот мы с вами вот связали с вот этой точечки сейчас. Не знаю, насколько вам видно. Мы должны с вами сделать опять-таки 3 петли подъема, 2 петли, которые идут у нас между столбиками, и связать рельефный столбик. 2 петельки. В следующий рельефный столбик, не в столбик, а в рельефный, мы будем с вами вязать 2 столбика, соединенных в одну вершину с 2 накидами. Между ними будет по 4 петли, по 4 воздушных. А в следующий рельефный мы будем с вами вязать 2 рельефных, которые соединены тоже между собой. Как я понимаю, тоже 4 воздушных петли. Давайте выполним. С этой точки я вяжу 1, 2, 3. 1, 2. 2 воздушных петельки, да, как я помню по схемке, чтобы вам было удобно и мне. 2 накида и делаем рельефный столбик. Вот так. Далее 2 воздушных петли, 2 накида. В следующий рельефный столбик мы будем с вами вязать 1 столбик с 2 накидами, второй, соединяем их в одну вершину и закрепили. 4 воздушных петли, 3, 4 и еще такой же столбик в этот же рельефный. 1 и второй. Две воздушных петли, 2 накида. Вот наш рельефный столбик. И в этот рельефный столбик мы должны с вами связать тоже рельефный столбик с 2 накидами. 1, 4 воздушных петли, 2 накида и еще 1 рельефный столбик. То есть мы с вами должны чередовать вот такой столбик и вот такой набор столбиков. Вот нам и показано. Видите, вот мы с вами вяжем вот этот набор, потом вот этот набор из 2 с одной вершиной. Далее как бы 2 рельефных, опять набор. 2 рельефных и набор. Значит, следующие 2 воздушных петли, 2 накида и рельефный столбик мы с вами будем вязать. 2 недовязанных столбика с 2 накидами, соединенными в одну вершину. То есть я надеюсь, что вы поймали ритм этого ряда. Ну и продолжаем. Так, обошли мы с вами вот по кругу. Последние 2 воздушных петельки, и мы должны соединиться вот с 3 петлей подъема и завершить этот ряд. Вот так. Теперь давайте посмотрим. Мы с вами вот в этой точке, и вот в этой арочке из 2 петель мы должны поместить с вами 5 столбиков с 2 накидами и соединить их в одну вершину. Затем 2 воздушных петли, а в следующую арку из 4 мы должны с вами связать 3 столбика, 5 воздушных петель и еще 3 столбика с 2 накидами. И так у нас будет идти чередование. Зашли под эту арку соединительной петлей. Вот так. И вяжем 1, 2, 3, 4, 2 накида. И заходим. И вяжем еще 4 недовязанных столбика с 2 накидами.
Это у нас с вами будет 4 и 5 столбик. Вот так соединили и закрепили. 2 воздушных петли, 2 накида. Там, где у нас были вот 2 столбика с вершинами, мы заходим в эту арку. Первый столбик, второй. 3 столбика с одним накидом мы с вами, с 2 накидами связали, 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 2 накида, и под эту арочку еще 3 столбика. 1 столбик, второй, и третий. Вот так вот. И теперь мы, получается, через 2 воздушных петельки, 2 накида, переходим с вами вот в эту арку между 2 столбиками. И сюда мы вяжем 5 столбиков недовязанных с 2 накидами и соединяем их в одну вершину. Таким образом мы с вами чередуем набор таких столбиков и таких. И идем по кругу. Обошли мы все по кругу. Последние 2 воздушных петельки замыкаем вершину нашего первого столбика. 3 петли соответствуют столбику, 2 петли расстояние до следующих столбиков, 2 накида. Теперь в каждый из этих столбиков мы будем вязать по 2 рельефных. Вот один рельефный столбик с 2 накидами, вот сюда второй рельефный. 2 накида, следующий столбик, 1 рельефный, второй, и в третий столбик точно так же вяжем с вами 2 столбика, 1 и вот второй. Вот арочка из 5 воздушных петель, которая у нас была, я захожу под нее и вяжу столбик без накида, как бы соединяю эти все столбики. Далее 2 накида, захожу под первый столбик, вяжу 1 рельефный, второй рельефный, под второй точно так же, 1 и второй, и под последний столбик тоже 2 рельефных, первый и второй. Вот так. 2 воздушных петли, накид и вершину столбика из 5, да, мы заходим, нужно попасть и связать столбик с 1 накидом. Вот так мы с вами продолжаем по кругу. Вот такие рельефные столбики, столбик с 1 накидом. Обошли мы с вами все по кругу. Уже так хорошо виднеются вот наши как бы листья эти основные, да. Теперь 2 воздушных петельки в третью петлю подъема зашли и связали соединительную петлю. Все. Далее 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. Мы с вами заходим в первый, второй, в третий и в четвертый столбик, не довязываем их. Столбики вяжем с 2 накидами. Вот третий и четвертый. Соединили, закрепили. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. Вот этот четвертый столбик, в который мы уже заходили, мы заходим в него опять. Не довязали. 2 накида. И в следующий столбик
зашли, не довязали, второй тоже не довязали, соединили, закрепили. У нас остался, видите, вот один столбик не задействованный вот в этом, с этой стороны вязания. Я делаю 2 накида, захожу в него и вывязываю полностью столбик с 2 накидами. 2 накида. Вот здесь у нас с вами, видите, был столбик без накида, который вязали подарку. Зашли в него. Столбик с 2 накидами. И третий столбик мы вяжем с вами в первый из вот этого набора. Вот так. Теперь смотрим. 1, 2, 3, 4, 5. То есть повторяем. А, нет, даже не так. Прошу прощения. Мы с вами должны сделать, что 2 накида. Я захожу. Вот 1, 2, 3, 4. Вот в 5-й столбик. Не довязала. И вот 4-й с этой стороны тоже зашла, не довязала и соединила вместе. Вот так, и закрепила. А вот теперь мы вяжем 5 столбиков, 5 воздушных петель, 2 накида, заходим вот в 4-й, который мы только что связали столбик, и вяжем вот этот большой пучок из 4 столбиков недовязанных и соединяем их в одну вершинку. 3-й и вот 4-й. Вот так соединили, закрепили. Вот каким образом у нас теперь распределились наши столбики. Получается, уже как бы виднеются вот эти вот листья, да? Здесь у нас с вами был один столбик. Что мы здесь делаем? 1, 2, 3, 4, 5. Я захожу в столбик, вершинку, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И мы выполняем с вами точно такую же операцию, как только что вот сделали. И так каждый из этих лепестков. Обошли мы с вами по кругу. Вот смотрите уже, как симпатично получается, да? А еще он у нас такой объемный. Давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим схемку. Вот смотрите, мы с вами вот в этой точке. Нам нужно с вами завершить вот эту арку из 5 петель и дальше двигаться. Но нам предлагают сделать 3 воздушных петли, столбик, затем 2 столбик соединить с аркой уже следующего, как бы переходить на следующий ряд, 2 петельки, 6, и мы переходим на вот эту арочку, которая у нас была между. 6 петель в центр, 6 петель под арку, 6 петель, и там, где мы с вами соединялись, вот эти 2 большие арки, соединяем их вот таким вот столбиком. Давайте сделаем. С этой точки я вяжу 1, 2, 3. Накид. Вот мы выходили с этой точки. Связали столбик с одним накидом. 1, 2, накид. Захожу под арку. Вяжу столбик с одним накидом. 1, 2. Мы как бы с вами завершили вот этот вот столбик на ножках на 2. Теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6. Зашли под арочку. Один, 2, 3, 4, 5, 6. И вот эти столбики нам нужно соединить в одну вершинку. 2 накида. Вот 2 соединенных столбика, мы зашли в их вершину, связали столбик, не довязали. Далее у нас идут 3 столбика подряд нижнего ряда, мы их тоже вяжем недовязанными. Второй, вот третий.
И столбик вот из этих двух, которых мы соединяли в одну вершину, вяжем тоже один столбик. Вот так. Теперь их соединили вместе и закрепили. Видите, вот у нас получился уже конкретный листик. Далее 1, 2, 3, 4, 5, 6 под арку. И соединять вот эти две арочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 накида. Я захожу под первую арку, не довязала. Накид под вторую арку, не довязала. Теперь их соединяла вместе и вяжу как бы столбик с одним накидом. Обошла я все по кругу. И теперь смотрите, вот точка, с которой мы с вами начинали. Да, вот он наш столбик на ножках. 5 воздушных петель, и мы должны с вами вот здесь вот от вот этого соединения считать еще 2 петельки и зайти сделать соединение. Вот так, чтобы у нас везде выглядело одинаково. У нас остался с вами последний ряд. Сейчас мы подъедем немножко и посмотрим. Вот он, последний ряд. Видите, он у нас состоит один из арочек. Вот он. И с помощью вот этого ряда мы можем с вами и соединяться, получать некое вот такое кружевное полотно. Я просто вот пока вязала, смотрела, что вот этот объем, его можно и не делать. Можно вязать не объемные столбики, а обычные столбики. Тогда здесь я вот не вижу по этому фото. Я вязала по узору, да, но вы можете попробовать и связать без объемных столбиков, что у нас, кроме вот этих, которые создают нам объемный именно вот этот вот листик, кроме вот этих. А вот эти, которые внутри, можно вязать, наверное, и не объемными. Мы с вами вот соединились вот в этой точке. Вот она, да, и давайте будем дальше вязать. С этой точки я вяжу 1, 2, 3. Зашла под эту арочку, связала столбик без накида. Теперь идет у нас с вами 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Заходим под вот эту арку большую, связали столбик. На этой большой арочке вяжем еще как бы такую маленькую арочку в виде пико из 3 воздушных петель. Связали. Далее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это вот эта арка. Видите, маленькую арочку связали. Переходим 7 воздушных петель. Перешли на вот эту арку. На этой арочке у нас тоже должна быть вот такая вот маленькая. 1, 2, 3. Соединились. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Зашли, связали столбик. Вот наш столбик на ножках. Видите, вот мы с вами зашли. Опять вот в этом, под этой арочкой будет у нас маленькая. И у нас еще идет с вами 5. То есть сюда мы вяжем с вами 1, 2, 3. Вот так. Теперь 1, 2, 3, 4, 5. Соединяем арки. Там, где у нас внизу был столбик на ножках. Сюда же делаем арочку из 3. Вот так. Далее переходим 6 арок воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6 под эту арку. И здесь опять-таки делаем маленькую арочку из 3. 1, 2, 3. И вот как бы вот этот наш основная, видите, там, где у нас был завершение как бы нашего листика, тут идет арка из 7 воздушных петель. То есть такую, как мы вязали вот с этого уголка. То есть это угол нашего шестиугольника. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Зашли под эту арку.
маленькую арочку из 3. Ну, дальше, в принципе, мы с вами все повторяем по стороне, да, и переходим от угла к углу. Итак, я вот завершила наш мотив. Как я уже сказала, что соединение вот через вот эти вот арочки, это видно на схеме. Как я уже говорила, что соединения у нас идут через большие арки. Маленькие остаются у нас как бы внутри соединения, а через большие, то есть вот эти вот арочки 6, 5 и 7 идет соединение. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте с вами прощаюсь. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, а вам творческих успехов и до скорых встреч.